Приветствуем вас в эфире «Геоэнергетика Инфо». Друзья, с вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. В Чехии премьер-министр отчитался о готовности отказаться от российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В чем причина таких бравурных заявлений, Борис Леонидович? И при чем тут Польша? Давайте действительно по порядку. Премьер-министр Чехии, который заявляет, что Чехия может не покупать российскую нефть, собственно говоря, он ее никогда не закупал. Два нефтеперерабатывающих завода на территории Чехии достаточно давно уже перешли в собственность компании Орлен Юнипетрол. Была компания Юнипетрол, которая была куплена польской, теперь уже государственной компанией Орлен. Соответственно, если кто-то что-то будет закупать, то будет закупать компания Орлен Юнипетрол, но никак не премьер-министр Чехии, чтобы он там не рассказывал. Сообщение было связано с тем, чтобы закончено расширение мощностей магистрального нефтепровода, наверное, правильно будет назвать системы магистральных нефтепроводов ТАЛ, Транс-Алпайн Пайплайн, трансальпийский. Построен он был достаточно давно, соединяет он порт Триест на территории Италии с местечком Лентинг в Германии. Проходит действительно через Альпы. Общая протяженность 465 километров, вроде бы. Нет, общая там больше 700 километров, вот так, если уж точнее. Делится он на несколько участков. Тот, который касается непосредственно Чехии, называется ТАЛ ИКЛ, Ингольстадт, Кралупи, Литвинов. Кралупи и Литвинов – это месторасположение двух нефтеперерабатывающих заводов. Если уж точнее, то Кралупи правильно называется полное название Кралупи над Валтавау. Вот такое вот название. У него мощность по сырью 3,3 миллиона тонн. И, собственно говоря, с советских времен он работал на смеси двух марок нефти. Казахстанской, тогда она была просто Юралс, но теперь у нас есть абсолютно казахстанская нефть, абсолютно казахстанский сорт. Он радикально отличается от Юралса, называется Кебко. Там на 0,01% содержания серы меньше. Это абсолютно не российская нефть, совершенно не похожая на Юралс. Если кто-то не верит, может спросить в Швеции. Они там получают казахстанскую нефть, начиная с 2022 года, и очень довольны собой. Никак не комментирую, но вот магистральный нефтепровод, что такое нефтепровод? Труба, цилиндр, лежащий горизонтально. Попробуйте вот из нижнего желобка извлечь всю нефть. Но, тем не менее, она казахстанская. Вот и нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод в Кралупе над Валтаву, 3,3 миллиона тонн он получает из Азербайджана Азрилайт и казахстанскую Кепка. Более мощный в городе Литвинов 5,8 миллионов тонн. Он работал строго на Юралсе, хотя в 2023 году была информация от польских владельцев о том, что были проведены испытания и исследования, можно ли перейти на другие сорта нефти. Изначально планировалась нефть Королевства Саудовская Аравия и Королевства Норвегия. Проверили в течение 3 недель, прокачали 230 тысяч кубометров нефти, вроде бы все в порядке. Тогда же отчитались, что полный переход на другие сорта займет больше года и будет стоить очень серьезных денег. Точной информации нет, но, по словам руководителя Орлена, это будет больше миллиарда долларов. Что касается ТАЛа, магистрального нефтепровода Transalpine Pipeline, расширение должны были закончить еще летом этого года, но немножко не получилось, так бывает. Вот этот участок, о котором я говорил, для Чехии, ТАЛ ИКЛ, Ингольстадт, Кралупи, Литвинов,
у него мощность 11 миллионов тонн, и здесь все в полном порядке, а вот именно этот участок от Италии до Германии, вот его расширяли с тем, чтобы увеличить мощность. Вроде бы удалось завершить, ну и, собственно говоря, чешский премьер тут же заявил, что они ко всему готовы. Будут они к этому готовы или нет, когда они будут готовы, можно опираться только на информацию, которая идет от владельцев нефтеперерабатывающих заводов. Что рассказывает нам премьер-министр замечательной республики Чехия, ну да, они построили трубу общими силами, там и финансирование, инвестиции шли и со стороны Италии, и Германии, и самой Чехии, ну все вместе построили трубу. Да, труба есть, можно пользоваться. Договора, по которым получает нефть Литвинов, напомню, что в условиях эмбарго на российскую нефть, которая с декабря 2022 года действует, трубопроводные поставки исключены. Это южная ветка, проходит она магистрального нефтепровода «Дружба», проходящая по маршруту Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия, заканчивается в Венгрии. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Исключение бессрочное, то есть там нет срока давности, это условие, которое вытребовала Венгрия, иначе бы не была получена ее подпись под очередным пакетом санкций. Решение о санкциях должно быть единогласным. Ну вот я ставлю подпись, вы мне оставляете нефть. Почему? Не потому, что я в Венгрии очень люблю Россию, потому что у меня другой возможности получать нефть просто нет. У меня нет морского берега, у меня нет возможности подключиться вот к этому трансальпийскому магистральному нефтепроводу. Есть возможность только получать нефть через порты в Хорватии, но для этого нужны, там опять инвестиции весьма и весьма серьезные. Хорватия как-то не рассчитывала на то, что нужно будет переваривать нефть еще и для Венгрии. Соответственно, нужно найти какой-то из нефтеналивных портов на территории Хорватии, договориться о том, что будут расширены мощности, заплатить за это деньги и, соответственно, расширить мощности нефтепровода. Венгрия вежливо попросила, если вы готовы нам предоставить, там что-то около полумиллиарда евро получается, то мы, конечно, рады. А если нет, то нет. Словакия и Чехия во всех этих дебатах не участвовали. От чего участвовать? Если южная ветка работает, то она проходит через наши территории, будем просто брать нефть и все. Скандалила в Венгрии, в выигрыше оказалась Словакия, в выигрыше оказалась Чехия. Так это звучит, потому что территория Словакии и Чехии используется. Если говорить серьезно, территория – это дело хорошее, но единственный нефтеперерабатывающий завод в Словакии принадлежит венгерской компании МОЛ, а два нефтеперерабатывающих завода в Чехии принадлежат Польше, поскольку Орлен теперь государственная компания, можно говорить просто Польша. Вот так выглядит на самом деле экономическая география Евросоюза. Неважно, какая страна, важно, кто у тебя нефть перерабатывает. Если у тебя нефть перерабатывает компания из другой страны, ты можешь хвастаться тем, что трубы умеешь строить, но какую нефть будут перерабатывать. Последняя информация, которая поступала от Орлена, что с июля 2025 года должна пойти нефть из Ирака и Гаяны. То есть первоначальные планы получать нефть из Норвегии, из Северного моря и от Саудовской Аравии не сложилось. До 2025 года действует целый ряд договоров с российскими добывающими компаниями и, соответственно, с Транснефтью. Годовое потребление нефти в Чехии, напомню, 7-7,5 миллионов тонн. Из них Юралс составлял 5,5 миллионов тонн. То есть, если вести речь о том, что надо заместить российскую нефть, то от 5 до 5,5 миллионов тонн нужно уметь принимать в Триесте и, соответственно, вот по Transalpine Pipeline и затем по Ингolstadt Кралу Литвинов перекачивать на завод в Литвинове. Получится или не получится, я считаю, что паниковать рано.
планы, как видимо, у поляков меняются, то Саудовская Аравия, то Ирак. Как там, что там будет дальше происходить? Ну и, конечно, возникает вопрос, кто, собственно говоря, добывает нефть в Ираке, потому что на Ближнем Востоке тоже экономическая география есть, а российские компании на территории Ирака нефть добывают уже, наверное, с десяток лет. Мгм. Несколько иначе, нужно сказать, подавали эксперты другие эту новость, а именно как то, что трансальпийский трубопровод совсем скоро заменит Чехии российскую нефть. Вот такие Труба заголовки. есть, а пользоваться ей, на каких условиях пользоваться, будет решать польская компания Орлен и ее подразделение в Чехии Орлен Юни Петру. Что говорят премьер-министры, хоть хором весь парламент будет говорить, все, что ему нравится, песни петь, решать будет Орлен. Так что я все, что могу посоветовать, давайте не будем волноваться, будем ждать новостей из Варшавы относительно того, что и как будет происходить в Праге. Новости будут поступать из Варшавы. Так сложилось, что если оба завода вы продали, то можете строить трубы, а согласится ли владелец нефтеперерабатывающих заводов этой трубой пользоваться, но это уже другой разговор. Труба есть. Мгм. Осталось дождаться, что решат господа из Варшавы, когда они это решат. Но, тем не менее, эта конструкция работает, труба готова, да, это был хороший для всех специалистов по прокладке трубопроводов хороший проект завершить. Удалось, пусть с опозданием на полгода, но удалось. Что и как с ним будет происходить дальше, будет он использоваться, в каком объеме. Повторюсь, что исключение на трубопроводные поставки нефти срока давности не имеет. Там нет того варианта, когда было разрешение получать для Болгарии нефть из России морским путем, но она вот была до января 2024 года. Было и закончилось. Здесь трубопроводные поставки по системе «Дружба», конечный срок отсутствует. Соответственно, у поляков развязаны руки смотреть на цены, брать немножко Юрлса, брать иракскую нефть, брать гаянскую нефть. Ничего плохого я в этом не вижу. Нормальная диверсификация поставщиков под дружные песни с высоких трибун политиков о том, что мы на все готовы, мы все умеем, мы молодцы. Но дальше возникает совершенно конкретная польская компания, которая, я так понимаю, имеет возможность на калькуляторе посчитать, что ей выгоднее, что не выгоднее. Российская нефть по трубопроводу из Сибири, одна цена, иракская нефть через этот порт Триест, и, соответственно, дальше через Альпы, через Германию с их, соответственно, транзитными расценками, это другой вариант. Ну что же, спасибо за разъяснение ситуации, Борис Леонидович. Я поняла, что нужно ждать решения Варшавы. Чехи молодцы, трубу построили, а дальше все зависит от их соседей. Спасибо, друзья, за внимание. Мы ждем вас в наших эфирах. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.